Я приглашаю вас в свою школу мистерии. Я есмь Майтрея. Я есмь пришел. Я пришел через этого посланника к вам. Я пришел. Внимательно следите за моими сегодняшними словами, обращенными к вам. Вам может казаться, что мои слова незначительны и не несут никакой новой информации. Не торопитесь с суждениями. Предоставьте мне возможность решать, что вам необходимо получить именно сейчас, для того, чтобы вы смогли сделать следующий шаг на вашем духовном пути. Вы все являетесь воинами духа. Вы приходите в этот физический мир для того, чтобы сразиться с иллюзией, потому что таков план Бога сейчас. Сначала вы вбираете в себя иллюзию, вы даже можете полностью отождествлять себя с этой иллюзией. И вот наступает момент, когда вы должны расстаться с этой иллюзией, перейти на более высокую ступень развития вашего сознания. И вы становитесь ареной борьбы тех сил, которые отстаивают иллюзию, и тех сил, которые стремятся эту иллюзию преодолеть. Вам кажется, что эта битва идет в вашем мире. На самом деле, эта битва происходит внутри каждого из вас. В этом и состоит то посвящение, которое вы проходите на данном этапе. Понять, что вся битва происходит внутри вас. И до тех пор, пока эта битва будет происходить внутри вас, вы будете вновь и вновь приходить в воплощение, в этот физический мир, и оказываться в окружении таких же людей, внутри которых происходит эта битва. И вы будете сражаться с вашими страстями, с вашими недостатками и с вашими несовершенствами до тех пор, пока полностью не победите их. В этом заключается смысл той битвы, которую ведут силы света против сил тьмы. Но этот смысл я даю вам сейчас. И этот смысл битвы дается для вашего уровня сознания. Когда ваше сознание станет более ясным, и ваш ум будет подобен прозрачному кристаллу хрусталя, тогда мы дадим вам новое знание и новое понимание битвы. Поэтому мой вам совет. Прекратите вести внешнюю войну. Перестаньте искать врагов вовне себя. Каждый, кто подходит к вам на физическом плане, подходит к вам именно из-за того, что ваши вибрации позволили ему это сделать. И если этот человек причиняет вам вред, оскорбляет вас, вы не должны воспринимать этого человека как вашего личного врага или падшего ангела.
Он пришел к вам либо для того, чтобы вы могли вернуть ему свой кармический долг, либо он пришел к вам для того, чтобы дать вам урок. Проверить, насколько вы усвоили урок, полученный вами от нас через наше учение. И каждый раз, когда вам захочется отомстить тому человеку, который причинил вам вред, наказать его, вы должны понимать, что это я приходил к вам в образе этого человека, чтобы принять у вас экзамен, насколько вы усвоили наши уроки. Нет ничего за пределами вас самих, с чем стоит бороться. И если вы хотите, чтобы я показал вам вашего истинного врага, подойдите к зеркалу и взгляните на него. Вот ваш истинный враг. Вместе со всеми его плотскими желаниями, эгоизмом, самонадеянностью и уверенностью, что он уже познал всю истину и может учить этой истине других. Для того, чтобы учить истине, вам необходимо много потрудиться над собой. И вы должны пройти через битву с нереальной частью вас самих. Вы должны сразить своего стража порога, свое эго. Вы должны одержать победу в вашем собственном сознании. Вы должны выйти победителем из вашей битвы. Вот только тогда и не раньше вы получите право учить. Мантия гуру, точно так же, как мантия посланника, не дается нами без достижения определенных заслуг. Многие из вас имели мантии в прошлых воплощениях. И ваши души знают это. Вы имеете огромный наработанный вами моментум достижений в прошлом. По разным причинам вы утратили ваши мантии. И каждый раз, приходя в воплощение, вы получаете возможность вновь пройти посвящение и вернуть свою мантию. Поэтому я приглашаю вас в свою школу мистерий для прохождения тестов. Многие из вас желали бы учиться лично у меня, и я всегда готов к приему учеников. Вы должны просто подойти к алтарю и пожелать, чтобы я взял вас себе в ученики. Вы можете просто выразить это желание в вашем сердце. Многие изъявляют желание стать моими учениками. И я беру всех себе в ученики. Однако очень мало кто из этих учеников проходит уже первый данный мной тест. Мне не нужно приходить к вам лично, чтобы дать вам первый тест. Я пошлю к вам того человека, которого вы считаете своим врагом. И этот человек совершит против вас любое действие, которое покажется вам оскорбительным. Задача любого теста – вывести вас из равновесия.
Вы будете оцениваться не потому, выйдете вы из равновесия или нет. Вы будете оцениваться по тому выводу, к которому вы придете в результате этого теста. Лучшие ученики всегда благодарят Бога и благодарят меня, как учителя, за возможность пройти этот тест. Те, кто не готов даже к начальной ступени моих посвящений, даже не могут понять, что я дал им этот тест. Они реагируют так, как они реагировали всегда. Обидой, ненавистью, негодованием, желанием отомстить. И этот человек лишается возможности проходить обучение под моим руководством. Иногда до конца своего текущего воплощения. Поэтому много желающих поступить в мою школу мистерий. Но только единицы выдерживают этот маленький вступительный экзамен и получают возможность пройти другой тест. Мне не нужно собирать моих учеников где-то в определенном месте на Земле, чтобы дать им тест. Я использую обстоятельства вашей жизни и окружающих вас в жизни людей, чтобы дать вам свои тесты. Возможность поступить в мою школу мистерий есть у всех. Но лишь единицы получают возможность окончить эту школу и получить по окончании ее мантию гуру. И для вас уже не будет никакой новостью, что Татьяна, через которую я даю эту мою диктовку, окончила мою школу в 2002 году, пройдя ускоренный курс обучения. Такова была потребность. И когда Татьяна приступала к обучению, очень немногие среди нас испытывали уверенность, что она сможет пройти это обучение. Но она прошла. И только после этого мы имеем возможность давать это наше учение через нее. Я хочу, чтобы вы знали, нет никакой исключительности в этой ситуации. Каждый из вас может пожелать получить обучение под моим руководством. И я приглашаю всех вас к себе в ученики. Но только вы всегда должны помнить, что с того момента, как вы обращаетесь ко мне с просьбой принять вас в мои ученики, в вашей жизни будут происходить все вообразимые беды и несчастья. Ваша привычная жизнь будет рушиться прямо у вас на глазах. И каким бы жестоким вам это ни показалось, это является необходимым этапом обучения. Вы должны осознавать, что все, что вас окружает, является иллюзией. И вы должны порвать в своем сознании со всеми своими привязанностями. Вам будет казаться, что вы неизлечимо больны, что вы должны умереть. И вы должны принять эту мысль со смирением. Вам будет казаться, что вы сбились с пути, что Бог не может быть так жесток и так наказывать вас. Ваш плотский ум будет метаться в поисках любой иллюзорной возможности, за которую он сможет зацепиться, чтобы увести вас с пути посвящений.
А вы будете сражаться со своим плотским умом, со своей нереальной частью. И чем дольше вы будете сопротивляться, тем более болезненным будет для вас прохождение окончательного теста выпускного экзамена школы. И вы не сможете стать выпускником моей школы до тех пор, пока хоть какая-то часть вас будет сопротивляться подчинению божественному закону. Да, мои возлюбленные, выпускники моей школы отказываются от своей Богом данной им свободной воли. Свободная воля дана человеку Богом, как дар. И когда человек по своей свободной воле отказывается от этого Богом данного дара, то он проходит окончательное посвящение в моей школе. Он сдает выпускной экзамен. Я раскрыл вам сегодня многие тайны моей школы. Я был очень открыт. На самом деле, я никогда еще не был столь откровенен в своем выступлении перед столь большой аудиторией. Я надеюсь, что моя сегодняшняя беседа пойдет вам на пользу. И если кто-то из вас все же чувствует себя способным пройти обучение в моей школе, добро пожаловать. Двери моей школы всегда широко раскрыты. Только очень мало желающих войти в эти двери и испытать себя. Я есмь Майтрея, и я жду вас.